Всем привет, меня зовут Лёша, и я езжу на Volvo 244 83-го года выпуска. Я хотел бы рассказать красивую историю о том, как Volvo запала мне в душу, когда мой папа фотографировал меня в детстве, и как спустя много лет я реализовал свою мечту, однако это не так. Я с детства питал интерес к машинам, и, как мне кажется, тогда я их любил, но Volvo никогда не была у меня в списке приоритетов, наверное, потому что это не та машина, которую вы увидите на постерах. Свою первую 240-ю я купил в январе 2018 года. Это была зеленая 244 GLT 84 года выпуска. На самом деле купил я почти случайно. На тот момент я защитил магистерскую, подумал, что я могу позволить себе в качестве вознаграждения купить какой-нибудь автомобиль на зиму. И у меня фактически не было никаких требований, то есть единственное, чем я руководствовался, это задний привод и бензиновый объемный двигатель. Через несколько дней буквально я нашел за совсем небольшую сумму в Кобрине автомобиль, и мы с друзьями выдвинулись его смотреть. Почти вслепую мы его купили, на тот момент он меня устраивал, и даже словосочетание «механический инжектор» звучало довольно оптимистично. Машина сходу расположила к себе, потому что умудрилась доехать из Кобрина в Минск своим ходом без каких-либо проблем, и впоследствии оставила много теплых воспоминаний о себе, как о машине, на которой я учился дрифтить, с которой связаны первые выезды на парковке и тусовки с друзьями. Однако спустя месяц после покупки она начала буквально разваливаться. Больше всего доставляла электрика, потому что ближний свет то работал, то не работал, задние фонари вели себя тоже каким-то особенным образом, свет в салоне вообще жил своей жизнью. Но апогеем этого было то, что один прекрасный день я сел в машину, включил печку, и из-под торпеды пошел белый дым, и отчетливо запахло паленым в салоне. Разобравшись, я понял, что антифриз мимо печки течет на проводку, в которую и так уже залезли все предыдущие владельцы. Она подгорает, плавится, и в какой-то момент, в принципе, машина могла сгореть запросто. И, скорее всего, я бы не рассказывал эту историю. Несмотря на то, что 240-е Volvo никогда не претендовали на звание самых быстрых, самых роскошных или самых эксклюзивных автомобилей, они были очень продуманы, и это очень сильно ощущается. Например, капот модели имеет ровно такую длину, чтобы при лобовом столкновении мотор ушел под машину и не повредил водителя. Багажник имеет такую длину, чтобы при ударе сзади он смялся и не повредил бензобак. Сбоку в дверях проложены трубы для того, чтобы при боковом столкновении обеспечить безопасность пассажиров. Мне кажется, такой подход достоин уважения, и мне кажется, это то, что привлекло меня в этой модели. Шло время, наступила весна, и я понял, что хочу себе такую Volvo, но в хорошем состоянии. В мае я все-таки нашел машину, которая, как мне казалось, меня устраивает. Это была черная 244 GL 83 года выпуска. Однако, когда я увидел машину, я понял, что она немножко не соответствует моим ожиданиям. Я ожидал увидеть кузов в идеале, на самом деле там были нюансы. В последний момент я все-таки согласился, и сейчас я понимаю, что это было не зря, потому что после нее я посмотрел еще довольно много кузовов, и более живого до сих пор так и не видел. Мне кажется забавно, что я прошел обратный путь к пониманию этого автомобиля, потому что обычно мы видим машину на картинке, формируем свои ожидания и стремимся к ним. В моем случае мне изначально достался автомобиль с кучей проблем, но по каким-то маленьким кусочкам, по характерным особенностям автомобиля я смог восстановить полную картину и сформировать у себя видение этой машины. И в этой машине я хотел сохранить всю ту идею и все те элементы, которые заложили инженеры Volvo еще в 80-х годах. Не делать ничего радикального, ограничиться хорошей винтовой подвеской, колесами и выхлопом. В итоге автомобиль получился в меру низкий, в меру жесткий, в меру управляемый и в меру практичный. И мне кажется, тем самым мне удалось сохранить изначальную идею этой машины. Это мой автомобиль на каждый день, и я получаю очень классные эмоции от вождения. Наверное, частично из-за того, что в автомобиле нет буквально ничего, что могло бы помочь водителю. Здесь нет гидроусилителя, здесь нет хитроумной подвески, и ты чувствуешь непосредственную связь с автомобилем, ты чувствуешь, что он делает, и ты считаешься с ним. Многие люди у меня спрашивают, когда машина будет готова, но дело в том, что я не рассматриваю эту машину как проект, потому что у проекта есть окончание всегда, я рассматриваю эту машину как процесс. Я знаю, что мне делать в следующие несколько месяцев, я знаю, что я хочу видеть через несколько месяцев, но я не знаю, куда меня это приведет и как она будет выглядеть в итоге. Но мне определенно нравится, где я оказался сейчас.